Контейнерные суда – неотъемлемые труженики глобальной коммерции, транспортирующие грузы стоимостью в миллиарды через мировые океаны. Эти колоссальные суда созданы для противостояния самым суровым морским вызовам – бушующим водам, гигантским волнам и ледяным проходам. Однако, несмотря на впечатляющие габариты и технологическое совершенство, они не неуязвимы. При возникновении бедствия последствия могут быть разрушительными как для человеческих жизней, так и для экологии. В данном видео мы проанализируем 5 наиболее резонансных крушений контейнеровозов в истории, каждая из которых служит тревожным напоминанием о непредсказуемости океанов и уязвимости даже самых мощных судов. 18 января 2007 года MSC Наполи, контейнеровоз массой 62 тысячи тонн, получил критические повреждения корпуса в проливе Ла-Манш во время мощного шторма. Судно, направлявшееся из Бельгии в Португалию, столкнулось с волнами, достигавшими 10 метров в высоту. Судно начало раскалываться посередине, и вода стремительно затопила машинное отделение. Осознавая неминуемую угрозу затопления, капитан отправил сигнал SOS, и команда была успешно эвакуирована с помощью вертолета. Было решено преднамеренно посадить MSC Наполи на мель у южного побережья Англии близ Бранскомба, чтобы предотвратить его затопление на большей глубине. Судно село на мель, но из-за сильного волнения ряд контейнеров сорвало и выбросило на берег. Тысячи контейнеров, разбросанных по пляжам Девона, привлекли всемирное внимание. Местные жители и туристы собирали выброшенные на берег товары. Пляж был усеян всевозможными предметами, от мотоциклов до памперсов. Хотя судно не затонуло полностью, экологический ущерб от утечки нефти был значительным, и потребовались годы для очистки побережья от обломков. Катастрофа MSC Наполи служит суровым напоминанием об опасностях навигации в штормовых морях и важности структурной целостности крупных судов. Катастрофа Ханджин, Пенсильвания, является одной из самых трагических аварий контейнеровозов в новейшей истории, повлекшей за собой как человеческие жертвы, так и масштабную экологическую катастрофу. 11 ноября 2002 года, следуя из Сингапура в Нью-Йорк, судно подверглось мощнейшему взрыву у побережья Йемена. Детонация произошла в носовой части судна, где хранились опасные грузы, включая химические вещества. Взрыв был настолько сильным, что разрушил носовую часть судна, унеся жизни 2 членов экипажа и ранив нескольких других. Последовавший за этим пожар бушевал несколько суток, охватив груз и высвободив в море токсичные химикаты. Попытки потушить огонь были осложнены штормовым морем, и потребовалось почти 2 недели, чтобы взять ситуацию под контроль. Ханджин, Пенсильвания, получил серьезные повреждения, и множество его контейнеров ушло под воду, некоторые из них содержали опасные материалы. Влияние на окружающую среду было колоссальным. Химикаты, попавшие в океан, нанесли непоправимый урон морской экосистеме. Эта катастрофа привела к ужесточению регламентов перевозки опасных грузов на контейнеровозах, но она остается жутким напоминанием о том, как стремительно ситуация может выйти из-под контроля. Немногие аварии контейнеровозов вызывали такое потрясение и недоумение, как фатальное крушение Эль Фаро. Это грузовое судно, ходившее под флагом США и эксплуатировавшееся компанией Tote Maritime, вышло из Джексонвилла, Флорида, 29 сентября 2015 года, направляясь в Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. На борту находились 33 члена экипажа и грузовой отсек, заполненный автомобилями и контейнерами. Метеопрогноз предупреждал о формировании штормовой системы, но она еще не была классифицирована как ураган, когда Эль Фаро отправился в свое роковое плавание. Однако к моменту, когда судно достигло Багамских островов, ураган Хоакин стремительно усилился до шторма 4-й категории с ветрами, достигающими 225 км в час. Капитан, приняв фатальное решение не менять курс, вероятно, недооценил мощь стихии. Эль Фаро оказался прямо на пути урагана, и вскоре стало очевидно, что судно в смертельной опасности. В 7 часов утра 1 октября капитан передал сигнал бедствия, сообщив о потере хода и поступлении воды.
Крен судна увеличивался из-за смещения груза, и затопление стало неконтролируемым. Поразительно, но вскоре после этого судно исчезло с радаров, погрузившись на дно океана недалеко от Багамских островов. Обломки Эльфара были позднее обнаружены на глубине почти 4500 метров. Все 33 члена экипажа погибли, что сделало это одной из самых смертоносных морских катастроф США за десятилетия. Расследование выявило цепочку ошибочных решений, от устаревшей конструкции судна до неверной оценки капитаном серьезности шторма. Трагедия привела к существенным изменениям в морской индустрии, включая усовершенствованные технологии метеомониторинга, улучшенные протоколы безопасности и обновленные нормативы для стареющих судов. Гибель Эльфара служит тревожным напоминанием об опасности, недооценке ярости природы и критической необходимости осмотрительности в мореплавании. Катастрофическое разрушение Мол Комфорт является одной из самых шокирующих аварий контейнеровозов в современной истории. 17 июня 2013 года судно следовало через Индийский океан из Сингапура в Саудовскую Аравию, когда внезапно раскололось пополам среди бушующих волн. Корпус судна треснул из-за структурной слабости, дефекта который остался незамеченным при регулярных инспекциях. Когда судно развалилось, экипажу удалось спастись, но две половины Мол Комфорт продолжали дрейфовать несколько дней. Кормовая часть в итоге затонула, унеся с собой более 1700 контейнеров, в то время как носовая часть оставалась на плаву, прежде чем также уйти под воду после возгорания. Потеря Мол Комфорт инициировала масштабное расследование конструкции современных контейнеровозов. Она вызвала озабоченность по поводу увеличения размеров этих судов и того, достаточно ли прочна их конструкция для противостояния нагрузкам сильного волнения. Затопление также нанесло значительный ущерб окружающей среде, поскольку нефтяные и грузовые контейнеры оказались на дне океана. Катастрофа привела к ужесточению правил в отношении стандартов судостроения и более тщательным проверкам, но она остается мрачным напоминанием об опасностях, которые представляют собой невыявленные структурные недостатки. Одним из самых разрушительных крушений последних лет стала авария МВ Рена у побережья Новой Зеландии. Контейнеровоз Рена под либерийским флагом следовал из Нейпера в Тауранга, когда 5 октября 2011 года он налетел на риф Астролябия. Посадка судна на мель стала шоком. Не только потому, что риф был хорошо известен и отмечен на навигационных картах, но и потому, что это произошло при относительно спокойной погоде. Экипаж немного отклонился от запланированного маршрута, пытаясь сэкономить время. Эта небольшая навигационная ошибка оказалась катастрофической. Корпус судна получил пробоину, и в течение следующих нескольких недель судно начало разрушаться из-за штормового моря и структурных повреждений. Воздействие на экологию было колоссальным. Около 350 тонн тяжелого топлива вылилось в океан, загрязнив побережье и создав угрозу местной фауне. Очистка заняла месяцы и обошлась в миллионы долларов. Сотни контейнеров упали за борт, некоторые из них содержали опасные материалы. Крушение Рена остается одной из самых серьезных морских катастроф в истории Новой Зеландии, подчеркивая опасность человеческой ошибки и уязвимость даже хорошо обслуживаемых морских путей. Каждое из этих катастрофических крушений контейнеровозов напоминает нам о неотъемлемых рисках, связанных с мировым судоходством. Будь то человеческая ошибка, природные катаклизмы или конструкционный отказ, даже самые современные суда уязвимы перед могущественными силами природы и непредсказуемостью океана. Эти крушения имели глубокие последствия, от экологического ущерба и человеческих жертв до глобальных торговых сбоев и изменений в регулировании. В эпоху все более крупных контейнеровозов эти катастрофы подчеркивают необходимость постоянной бдительности, совершенствования стандартов безопасности и более глубокого понимания морских опасностей для предотвращения будущих бедствий.